Привет! Для того, чтобы проявить хорошее впечатление на зрителя, кроме аватарки нужна достойная шапка для канала. Потому что когда подписываешься на кого-то, именно ее видно в рекомендованных каналах. Сегодня займемся как раз созданием шапки для YouTube в Affinity Photo. Добро пожаловать во второй эпизод VMG. Как я и сказал, шапка является неотъемлемой частью имиджа канала. Она должна быть информативной, но в то же время не нагроможденной и должна сохранять общий стиль канала. Моя задача показать на ней, чем мы будем заниматься на VMG. Надо сделать парочку фоток. Для работы мне понадобится несколько снимков. В первую очередь это основа. По идее, я должен находиться с двух сторон обложки в роли фотографа и видеографа, что является главной тематикой канала. То, что мы с моей сестрой сняли исходники на парапете, подкинуло мне идею, что это может быть что-то высокое, например, крыша. Для нее понадобится парочку фото с трещинами и текстурами кирпича. Посмотрим, что из этого вышло, а пока отберем то, что я там наснимал. Как обычно, отберем лучшие фотки в отдельную папку. В этот раз будут силуэты, пару фоток неба и, конечно же, мои любимые текстуры. В этот раз без мусорки. Тем более в прошлом видео она даже не вошла в конечный результат. Запустим Affinity Photo. Создадим документ с разрешением 2560 на 1440 пикселей. Сразу сохранимся, лучше не полагаться на автоматику. Затем нужно создать несколько холстов с разрешением 2560 на 423 пикселя, 1855 на 423 и 1546 на 423 пикселя. Я это выговорил. Затем зальем все холсты разными оттенками серого и скопируем их в основной проект, разместив их ровно по центру. В Affinity Photo очень удобно реализована функция привязки. Расставим направляющие линии на основе слоев, которые мы создали ранее, для более наглядной и удобной работы дальше. В этот раз начнем с силуэтов меня. Как вы, возможно, могли догадаться, самый маленький прямоугольник – это область, которая будет видна на смартфонах. Поэтому там должна располагаться самая важная информация, которую вы хотите донести зрителю, когда он перейдет на ваш канал. Поэтому силуэты расположатся по сторонам этого прямоугольника. Я их уменьшил для большей эпичности в конце. Сделал изображение темнее и контрастнее, после чего нужно вырезать силуэты. Я сначала попробовал сделать прозрачными светлые участки, но получилось не очень. Потом попробовал выделить автовыделением, но из-за маленького масштаба она тоже не сработала. Решил просто воспользоваться маской. Я уже сделал первый силуэт и обнаружил, что когда я рисовал маску, цвет кисти был не идеально черный, потому-то и просвечивается фон. Ничего. С Ctrl и двойным нажатием левой кнопки мыши по миниатюре слоя мы сразу выделим весь силуэт. Только нам нужно инвертировать выделение. И замажем все чисто черной кистью. Также выделим второй силуэт. Создадим прямоугольник на месте нашей будущей стены. Возьмем из исходника фактуру козырька крыши. Повернем снимок на 90 градусов и подгоним его так, как надо. Тут я понял, что нашего козырька не будет видно нигде, кроме телевизора, поэтому я поднял его выше немного. Стер лишнее и потом сдублировал фактуру на ширину всего холста. Затем немного стер места стыков. Объединил все это в один слой и с помощью InPainting Brush еще сильнее замаскировал стыки текстур и убрал лишнюю грязь. Теперь время нарастить стену. Воспользуемся фоткой парапета. Тут прикольные трещины получились. Затем второй снимок размножим по всей зоне стены. И уже с чистой фактурой нарастим всю стену. Еще с помощью штампа размножим трещину, которую сделали в начале. Дальше наложим текстуру кирпичей, чтобы стена вообще казалась стеной. После объединения слоев можно убрать стыки.
Настолько, насколько это возможно без заморочек. Ну и с помощью штампа нарастим оставшуюся текстуру. Сделаем темнее и добавим контраста. Уберем насыщенность и изменим режим наложения. Сдублируем наш козырек и, как в прошлом видео, опустим его немного ниже, размоем и сделаем темнее. Получилась трушная тень от козырька. Теперь время заняться небом. Из нескольких снимков сделаем небо на всю ширину холста. С помощью маски уберем стыки, чтобы было правдеподобнее. Дальше с помощью кривых сделаем небо темнее. Выделим синий цвет и опустим ему насыщенность. Теперь надо вставить VMG. Стырю его из аватарки. Подгоним параметры размытия и обводки под этот документ. Добавим вывеску «Творческий дневник». Пускай все теперь знают. Выберу шрифт. Не хочу париться, стандартных вполне хватит. В итоге это Ареал. Просто замечательно. Главное, чтобы выглядело нормально. Решил сделать заглавными буквами. Чтобы текст стал реально как вывеска, надо его намарафетить. Добавим внешние и внутренние тени. Внешнего свечения. Обводки с градиентом. Изменим для последней режим наложения на скрин. Уберем видимость стыков фотографии на небе. Добавим текст по типу граффити на стене. Пускай это будет пасхалкой. И про настоящее назначение канала узнают только избранные с телеками. С помощью кисти, имитирующей настоящую кисть, сымитируем нарисованный текст. Дальше я поэкспериментировал с режимом наложения на тексте. И добавил наверх дубликат стены. Этому слою настроил прозрачность так, чтобы было видно только текстуру кирпича. Нарисуем маску, чтобы стало видно вывеску. Подрихтуем маску силуэтов. Еще решил изменить баланс белого для них, чтобы лучше вписать в общую картину. Заключительной точкой нашей обработки станет не очень заметная виньетка, но она такая красивая. Получилось недурно, учитывая то, что идея приходила ко мне во время обработки. А вы как считаете? Очень буду рад вашему лайку, если реально считаете, что получилось круто. А мы увидимся с вами совсем скоро. В следующем видео мы сделаем первый саундтрек для канала VMG. Спасибо, что посмотрели. Будьте здоровы. Пока.